Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня мы с вами снова займемся декором дачного участка и сделаем очень красивый и эффектный огромный одуванчик. Еще 3 года назад я показывала, как можно сделать голубой одуванчик или скорее декоративный лук из коктейльных трубочек. Но многие в комментариях попросили сделать мастер-класс именно по одуванчику, причем как по белому, так и по желтому цветочку. И не из трубочек, а из пластиковых бутылок. Выполняю вашу просьбу и предлагаю перейти к работе. В первую очередь нам понадобится пенопластовый шар диаметром 6 см. Такие шары можно приобрести в любом магазине для творчества или заказать на AliExpress. Ну или самостоятельно вырезать его из пенопласта или пеноплекса. Также нам понадобится какая-то основа для стебля. У меня это металлическая опора для цветов диаметром 1 см и длиной 2 метра. Я разрезала ее на 2 неравные части, чтобы получилось 2 стебля, так как цветочков у меня будет 2. Делаю в шарике отверстие под стебель и вклеиваю стебель в шарик на любой полимерный клей, например, Момент или Мастер, и оставляю на часов 10-12 на просушку. Теперь зеленой акриловой краской раскрашиваем шарик и стебель, если он у вас не зеленого цвета, как у меня. Удобнее это делать спонжем, а не кисточкой. И снова оставляем на просушку. Своему одуванчику я решила сделать чашелистики. И делать я их буду из целлофанового пакета зеленого цвета. Итак, берем пакет подходящего цвета, помещаем его между 2 листов бумаги для выпечки и проглаживаем утюгом. Сильно утюг не нагревайте, иначе пакет начнет расползаться. В итоге пакет расплавляется и склеивается в единый относительно прочный пласт. Вырезаем прямоугольник размером примерно 10 на 20 см и разрезаем его зигзагом на 2 части. С помощью термопистолета приклеиваем чашелистики на стебель сразу под шариком. Просто промазываем стебель термоклеем и обматываем чашелистиками. Теперь займемся пушинками одуванчика. Для них нам понадобятся белые пластиковые бутылки. Подойдут абсолютно любые, но если найдете такие же, как у меня, с разметкой полосок, то вам будет проще нарезать одинаковые прямоугольники. Отрезаем у бутылки горлышко и донышко, оставляя центральную часть. Я разрезала эту центральную часть по имеющейся разметке, а вы нарезайте бутылку на прямоугольники размером примерно 2,5 см на 4 см. Гладкую центральную часть я резать не стала, так как использую ее для другой работы, но вы, естественно, можете использовать всю бутылку целиком. В итоге на один одуванчик мне понадобилось 300 пушинок, так что подготавливайте 300 прямоугольников. При такой неэкономной нарезке мне понадобилось 17 бутылок. У меня получились прямоугольники двух размеров: 2,5 на 4 см и 1,5 см на 4 см. Чем уже прямоугольник, тем менее пушистая заготовочка у вас получится в итоге. Все прямоугольники необходимо нарезать бахромой с 2 сторон, не дорезая до центра примерно 2-3 мм. Нарезать нужно по длинной стороне.
Также нам понадобится проволока. У меня флористическая диаметром 0,8 мм и длиной 40 см. Ее плюс в том, что она прямая и окрашена в зеленый цвет. Кстати, в фикс-прайсе появилась проволока такого же диаметра и тоже зеленого цвета, так что можете использовать ее. Я разрезала свою проволоку пополам, то есть в итоге она получилась длиной 20 см. Также подготавливаем 300 заготовок. Теперь займемся сборкой пушинок. Берем белый пластиковый прямоугольник и скручиваем его в трубочку по короткой стороне. По центру трубочку фиксируем проволокой, проволоку закручиваем плоскогубцами или пассатижами. И проделываем все то же самое со всеми заготовками. Если вам попался очень плотный пластик, то скручивайте прямоугольник в трубочку круглогубцами. А дальше нужно наши пушинки распушить, то есть всю бахрому нужно отогнуть наружу. Старайтесь сделать так, чтобы пушинки получались одинаково пушистые со всех сторон. И сейчас хорошо заметно, что те заготовки, которые были пошире, получились более пушистые. Теперь берем пушинку, промазываем кончик проволоки полимерным клеем и втыкаем ее в пенопластовый шарик примерно на 1,5-2 см. Отступаем 3-4 мм и вклеиваем следующую пушинку. Итак, отступая примерно одинаковое расстояние, заполняем весь шарик. Очень важно использовать тот клей, который не разъедает пенопласт и который после высыхания становится водостойким. Так как одуванчик будет находиться на улице, естественно, он может попасть под дождь. Сначала вам может показаться, что пушинки держатся не очень плотно, но после того, как клей высохнет, даже очень сильный ветер вашему одуванчику будет не страшен. Первый вариант одуванчика готов. Переходим ко второму варианту. Нам понадобится 7 прозрачных пластиковых бутылок. Причем лучше брать бутылки разного размера. Если у вас есть желтая аэрозольная краска, то можно покрасить бутылки ей. Причем не сейчас, а после сборки. Свой первый одуванчик я именно красила. И краска держится уже 4-й сезон. Но в этот раз у меня краски не нашлось. Зато нашелся желтый скотч. Кстати, такой вариант очень экономный. Одного скотча мне хватило на 7 бутылок, и еще осталось больше половины. Скотч я наклеила в 2 слоя. Сначала горизонтальными линиями, а потом вертикальными. То, что скотч образует складки и заломы, ничего страшного. В итоге это совершенно не будет заметно. Отрезаем у бутылки донышко и нарезаем бутылку на полосочки шириной 4-5 мм.
Делаем все то же самое с остальными 6 бутылками. Чтобы бутылки плотнее вошли друг в друга, необходимо обрезать горлышки у 5 бутылок, то есть у всех, кроме самой первой и последней. Собираем все заготовки друг в друга и подбираем зеленые крышки для крайних бутылок. Проделаем в них 4 отверстия. Берем 2 куска проволоки, сгибаем их пополам и вставляем крест-накрест в пробку 7 бутылки. Пропускаем концы проволоки внутрь цветка и выводим их через 4 отверстия пробки первой бутылки. Вытягиваем проволоку и скручиваем ее плоскогубцами. Концы не обрезаем, они нам еще понадобятся. Теперь все 7 бутылок хорошо держатся друг в друге. Кстати, если вы решили красить свой цветок, то сейчас самое время. Чтобы цветок выглядел еще реалистичнее, можно нижнюю часть оклеить зеленым скотчем, но это по желанию. Теперь сделаем цветоложе из зеленой пластиковой бутылки. Нужно выбрать бутылку такого размера, чтобы в ее верхнюю часть поместился цветок. И желательно выбрать бутылку темно-зеленого цвета, чтобы она меньше просвечивалась. Отрезаем донышко и нарезаем бутылку треугольными лепесточками. Отгибаем лепесточки и вставляем в зеленую бутылку наш цветок. В крышке зеленой бутылки нужно в центре проделать отверстие для стебля, а по краям 4 отверстия для проволоки от цветка. Выводим проволоку от цветка наружу, вставляем стебель, проволоку закручиваем и дополнительно можно вкрутить через горлышко бутылки в стебель 2 небольших самореза для прочности. Теперь одуванчик держится на стебле очень надежно. Чтобы одуванчик получился еще интересней, ему можно добавить листочки. Их я вырезаю из зеленой бордюрной ленты. Останется собрать все части одуванчика вместе и украсить им свой сад или огород. Я собираю все части вместе, скручивая их саморезами и стягивая пластиковыми хомутами.
Дополнительно я прикручиваю ко всей конструкции пластиковую или металлическую опору, которая позволит воткнуть одуванчик в землю. А это мой первый одуванчик. Ему уже 4 года, но он до сих пор в целости и сохранности. На зиму такие поделки необходимо убирать с улицы, чтобы под массой снега пушинки не погнулись. Если у вас возникли какие-то вопросы, смело задавайте их в комментариях, и я обязательно вам всем отвечу. Надеюсь, этот мастер-класс оказался для вас полезным, и вы нашли для себя что-то новое и интересное. И если это так, не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Благодарю всех спонсоров моего канала, люблю вас всех и обнимаю. Ну а на этом у меня на сегодня все. Желаю вам всем отличного настроения и творческих идей. До скорой встречи! Пока-пока!